Это Innate Ideas, и сегодня мы будем говорить про такой принцип, как принцип долгосрочности и долгосрочного планирования. Когда мы говорили о качестве, я закончил на том, что упомянул долгосрочность, что это вообще часть фокусирования на качестве, что когда вы хотите создать что-то качественное, вы должны мыслить долгосрочно. Поэтому, когда я говорил о предыдущем принципе, о фокусировании на качестве, я закончил как раз на том, что упомянул важный аспект. Это то, что качество несовместимо со спешкой. То есть качество — это долгосрочное планирование всегда. Но сегодня я хотел бы разобрать, что мы понимаем, что я понимаю под долгосрочным планированием. И в первую очередь это сложный выбор. Когда мы хотим мыслить долгосрочно, мы должны выбирать, мы должны отсекать какие-то цели, какие-то задачи. Стратегия — это всегда отказ от каких-то целей. То есть, например, в ОКР, накидывается каких-то 20 целей при создании нового какого-то проекта, и оставляются только 3 возможных. И вот это как раз про долгосрочность. Мы не можем достичь всего и сразу. Мы должны расставить приоритеты, что является нашим ключевым показателем, что является нашей главной задачей. Мыслить долгосрочно — это значит выбирать, чем пренебречь. И без жертв не бывает перспективы. Когда ты пытаешься хвататься за все цели сразу, когда ты пытаешься успеть за всеми аспектами, за всеми показателями, ты стоишь на месте. Ты не движешься к своей долгосрочной цели. И чтобы все охватить, нужно часть исключить. Это важно. И поэтому у нас в NX, здесь при создании какой-то коллаборации, при создании какого-то совместного проекта, мы внедряем вот эту жертву как акт сознания. И что еще важно сказать? Долгосрочность требует повторения, репроизводства, репродуктивности, а не гениальности. Долгосрочность не терпит каких-то эмоциональных порывов вдохновления. Система требует как раз рутинной устойчивости задач, устойчивых повторов. И ежедневный менеджмент — это повторяемые результаты. Об этом я тоже говорил, когда говорил про качество, но здесь немножко о другом. Здесь важно понять, что настоящая истина строится на надежности, а не на чудесах. Хотя чудеса случаются. И чудеса можно использовать, но их нельзя прогнозировать, на них нельзя рассчитывать. И нужно всегда, когда ты строишь долгосрочную какую-то систему, создавать свой собственный ритм и возлагать надежды на этот ритм, а не на концепцию успеха, концепцию какого-то чуда. И если уж так случилось, что твоя индустрия зависит от успеха, зависит от какого-то ажиотажа вокруг тебя, это связано либо с шоу-бизнесом, либо с медиа-активностью, то важно выстроить систему, когда вот эти чудеса, вот эти промо-успехи, промо-чудеса, они становятся отлавливаемыми. То есть ты не пропускаешь свои шансы. Ты выстраиваешь систему, которая позволяет не упустить шанс. Поэтому очень важно в таких сферах концентрироваться на том, что именно важно в долгосрочной перспективе. И поэтому очень важно заменить культ успеха на как некий ритм. В долгосрочности еще очень важно разоблачить какую-то ложную деятельность, разоблачить ложную эффективность. Не все, что выглядит активным, имеет какую-то ценность в долгосрочной перспективе. Можно быть очень занятым, но не созидать ничего. Нельзя превращаться в систему, где результатом работы будет являться усталость. Поэтому всегда долгосрочность — это не про насыщенность делового дня, это не насыщенность ваших часов, и не количество часов, не объемы. Долгосрочность — это понимание того, куда ваша деятельность вас ведет в конечном итоге. Как я уже много раз говорил, реальность — это не то, что видно, а реальность — это то, что можно повторять. Долгосрочность несовместима с беспорядком ролей. Роли, как правило, должны быть гибкими, и у нас они очень гибкие в разных проектах. Но если человек делает все подряд, и он не развивается, не передает свои знания, свои навыки, то с тем же успехом он может не делать ничего. Это не важно.
важно выполнять свою роль. Важно не заходить за пределы своей ответственности. В долгосрочной перспективе это помогает избежать конфликтов, помогает избежать накладок и багов. Роли не должны быть прямо закреплены жестко, но они должны быть оформлены, чтобы границы были достаточно четкими. И система — это всегда различие между вот этими функциями. Система — это различие между ролями. Очень важно соблюдать эффект того, что вы отвечаете за то, что вы делаете, что ваши компетенции, ваши знания не затрагивают чужое поле ответственности. В долгосрочной перспективе это очень важно. Дальше. Когда я говорил про качество, я очень много раз говорил про воспроизводимость, что ты должен свой результат повторить. Но в долгосрочной перспективе твои цели могут измениться, твой интерес может пропасть там, или ты можешь заняться каким-то другим проектом. И поэтому очень важно, чтобы не только ты мог воспроизводить результат, но он мог воспроизводиться и другими людьми тоже. И поэтому настоящая стратегия должна учитывать того, кто придет после тебя, того, кто займет твою роль. И ты не знаешь, какие у него компетенции, навыки и так далее, примерно. То есть, соответственно, твоя задача как можно просто и подробнее объяснить, как произвести тот результат, который ты считаешь качественным. И вот это нацеленность на долгосрочность. Нужно понимать, что то действие, то решение, которое ты принимаешь, оно должно быть воспроизводимо через несколько лет, через несколько десятилетий после того, как ты уйдешь. И тогда это вот долгосрочное планирование и фокусирование на качестве. Нужно понимать, что построение такой системы, оно не менее воодушевляет, чем некоторые разовые подвиги. То есть разовые подвиги, когда ты вот что-то быстро сделал, получил результат и тебя все похвалили, они очень сильно мотивируют. Но когда их много и когда они не в системе, они также сильно начинают раздражать тебя самого. Но когда у тебя есть вот эта система, ты можешь годами обходиться без вот этого видимого признания. То есть тебя могут даже публично не слишком ценить. Многие не будут понимать ценность твоей деятельности и будут считать, что этой ценности вообще нет. Но для себя, когда ты понимаешь вот это долгосрочное планирование, долгосрочную систему, это мотивирует не меньше, а иногда даже больше, чем какие-то вау-эффекты, разовые достижения, успешные там, не знаю, релизы. Поэтому мы всегда должны думать о преемственности. Если ваша долгосрочная система не может жить без вас, если вы не можете просто выйти из нее, то она еще не система. Есть над чем поработать. Вот это вот репроизводство качественных решений, качественных продуктов нужно суметь передать знания таким образом, чтобы люди после вас смогли это воспроизводить. Еще, что я хотел бы отметить, что без устойчивых процессов нет долгосрочного доверия. Некоторые вот эти разовые подвиги, они еще не внушают уверенности, не внушают доверия к вам. Но когда это становится системой, пусть даже и не с таким большим количеством подвигов, как казалось бы, это вызывает гораздо больше доверия, чем какой-то разовый успех. Без устойчивых процессов не может быть долговременного доверия и внутри системы, и со стороны внешних каких-то клиентов, потребителей ваших продуктов и ваших действий. Поэтому мы должны строить долгосрочные планы, в том числе и потому, что это единственный способ вызывать доверие у ваших потребителей. Никто не хочет доверяться компании, которая только появилась и, возможно, через полгода исчезнет. И она сама не знает, будет она существовать через полгода или не будет. И когда кто-то открывает какой-то стартап на локальном рынке, в конкурентной среде, даже самое лучшее предложение какое-то время, пока потребители не поймут, что вы всерьез и надолго, не будет пользоваться спросом. И это всегда нужно учитывать при планировании. Каждый раз, когда вы совершаете какое-то действие сейчас, вы должны проверять на уместность этого результата в будущем, в той системе ценностей, в той культуре, которую вы создаете. Если мы не добавим вот эту ось времени в наше мышление, мы лишимся главного критерия качества. Серия каких-то изолированных успехов, изолированных побед может создать вам иллюзию того, что вы успешны. Но если они не связаны между собой, если они не выстроены в долгосрочную стратегию,
что это вам дает в будущем, то это иллюзорно. Это приведет вас к большому разочарованию, поскольку краткосрочные цели, они разрушают, они не дают вам создать стратегию. Они слишком разнородны по своей сути, если они изначально не были встроены в какое-то некое целое. И план без проверки — это не стратегия, а надежда. То есть стратегия предполагает некоторую обратную связь, некоторую проверку не только временем, но и командой. Получить контроль над вашими долгосрочными планами — это встроить в вашу деятельность обязательную систему проверок, обязательную систему верификации того, что ваша деятельность, она качественна. То есть и здесь появляется обратная связь между качеством и долгосрочностью. Когда я говорил про качество, что оно необходимо для того, чтобы выстраивать долгосрочное, так и наоборот. Долгосрочность необходима, чтобы создавать качество. Только при долгосрочном планировании вы можете понимать, как это возможно в будущем масштабировать и расти. Как можно выйти из этого бизнеса и реализовать его. Как можно получить ценность от той деятельности, которую вы ведете. И здесь, опять же, очень важно обновлять эту систему. Система постоянно требует поддержки и обновления, пересмотра своих ценностей. Почему я сейчас записываю этот подкаст? Во многом для того, чтобы самому пересмотреть свои ценности и понять, что можно улучшить, что я неправильно понимаю, что я могу понять, но не могу сформулировать, где мне нужно добиться более четкой формулировки. И это и есть регулярная ревизия, которой я подвергаю культуру Enake. Это был подкаст Enake Ideas про долгосрочное планирование. Спасибо. На этом все.